Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика. Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Европейцы врут, санкции не работают, Россия только наращивает поставки газа в Европу. Александр, и в довесок тут Турция хочет стать основным хабом для перевалки энергоресурсов из Азербайджана в Европу. Что такое происходит? Нам что, вообще все врут? Ну а пока, знаете, я зачитаю цитату из той новости, вот, которую Максим предложил обсудить. Цитата прекрасна со всех сторон. По поводу врут, не врут и так далее. В июле поставки по турецкому потоку увеличились на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 51,5 миллиона кубометров в сутки. Ого! Представляете? На 37% увеличило. Это же просто невероятно. Наверное, действительно, европейцы врут, все врут. А если вспомнить, что Еврокомиссия еще и собиралась отказываться от российского газа, ну тут смотрите, рост-то на 37%. Да вы, наверное, с ума сошли. Как можно от российского газа при таких вводных отказываться? Ну вот, понимаете, есть такое высказывание про статистику, и его очень любят, что есть там ложь, большая ложь и статистика. Так вот, статистика становится ложью, только если вы не понимаете контекст, в который эта статистика вписана. Вы тогда будете просто не понимать, а это много, это мало, чего вообще происходит. Давайте немножко контекста добавим. Почему в июле на 37% выросли поставки по сравнению с июнем? Потому что в июне традиционно турецкий поток приостанавливается на профилактическое обслуживание. То есть, когда вы видите новость, что поставки в каком-то месяце увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, может быть, в том месяце были снижения поставок. И вот мы видим показатель, который говорит нам о том, что 51,5 миллиона кубометров – это, в принципе, средний показатель прокачки по турецкому потоку в 2025 году. Ну, по крайней мере, это близкий к среднему показателю. То, что мы наблюдали в июле. То есть это не в июле резко выросло по сравнению с июнем, а в июне резко упала прокачка по сравнению с другими месяцами текущего года из-за профилактического обслуживания, которое длится чуть более недели. Поэтому вот такое снижение. Ну а так как снижение происходит, знаете, там не, турецкий поток не останавливается моментально, а происходит некоторое снижение прокачки, а потом восстановление прокачки, опять же, не сразу на пиковые показатели. Ну, вот у вас и получается разница в 37%. Если, кстати, посмотреть тут к чести авторов новости, они отметили и показатели июля прошлого года, сравнили с ними, и там получается, что разница уже не столь впечатляющая, всего 4,7%. В принципе, разница все равно довольно большая, если разобраться, ну, как бы в контексте поставок из России в Европу вообще, конкретно по турецкому потоку. Но, с другой стороны, как бы так помягче выразиться, с другой стороны, это уже не выглядит столь впечатляющим, разумеется. Ну, то есть 37%, а тут менее 5%. Вот. Так что сенсации не случилось, поставки, да, увеличились в годовом выражении, но мы об этом с вами говорили еще в начале текущего года, когда разбирали как раз-таки суточные объемы прокачки по турецкому потоку, которые обеспечивают поставки конкретно в страны Европейского Союза. Вот, в страны Европейского Союза по турецкому потоку в этом году может быть прокачано порядка 40 миллиардов кубических метров. Да, разумеется, может быть чуть меньше, но больше вряд ли. Вот порядка 40 будет прокачано. Это много, безусловно, много, если мы говорим про... Как бы так помягче выразиться, прошу прощения, не по турецкому потоку будет 40 миллиардов, вот я вас тоже только что чуть было не ввел в заблуждение. В сумме наши поставки газовые в страны Европейского Союза составят где-то 40 миллиардов кубов. При этом по турецкому потоку, да, менее половины этого объема будет прокачано в страны Европейского Союза, остальное будем добивать с помощью сжиженного природного газа. Кстати, если вдруг вы увидите, что в летний период времени поставки СПГ из России в Европу упали до там многолетних минимумов, тоже не надо пугаться этим новостям. И радоваться, кстати, тоже не надо, а то у нас аудитория разная, кто-то может обрадоваться, кто-то испугаться. Почему не надо? Радоваться не надо, пугаться, потому что снижение летом поставок СПГ из России в Европу – это более чем ожидаемо.
Это более чем ожидаемо по простой причине. Начинается период навигации в сторону по Северному морскому пути, и часть объемов, которые обычно сбываются в Европе, разворачиваются и плывут куда-нибудь в сторону Азии. Поэтому тут тоже, если вдруг вы увидите какую-то такую новость, не надо пугаться, не надо радоваться, ну, я уже об этом сказал. Итак, по турецкому потоку, да, действительно будет прокачано больше газа, чем было прокачано в прошлом году, но не радикально. Опять же, мы об этом даже говорили, о таких вот перспективах, мы говорили даже до начала 2025 года, когда теоретизировали на тему того, а что же будет с поставками трубопроводного газа из России в Европу. Ну вот что будет. Да, кстати, под Европой мы здесь не понимаем Турцию, мы не понимаем Сербию, мы понимаем только Европейский Союз. Что будет с Турцией, тут опять же будет очень сильно зависеть, по итогам года будет очень сильно зависеть от развития экономики Турции. Она, мягко скажем, в не очень хорошем состоянии года с 2019-го, как минимум, находится. Потом был 2020 год, который еще больший удар нанес по Турции, по ее как бы вот развитию. Потом был период высоких цен на энергоносители, который только-только вот для Турции сейчас более-менее заканчивается. Опять же, насколько много они будут потреблять газа, непонятно. Однако, что понятно нам совершенно точно. Турция будет стремиться к тому, чтобы стать хабом, энергетическим хабом европейского масштаба. Это идея, с которой носится, это мы вот переходим ко второй новости, которую Максим предлагает в этом блоке обсудить. А Турция уже более 20 лет носится с идеей: давайте мы станем энергетическим хабом, давайте через нас будут качать газ. Я напомню, что еще в 2002 году, 3 года назад, был представлен миру проект «Набуко». Проект «Набуко» должен был реализовываться преимущественно на территории Турции, по крайней мере, если мы говорим ту его часть, которая не касается территории Европейского Союза. За пределами ЕС на территории Турции должна была быть построена труба, должны были быть построены трубы уже на территории Европейского Союза, и по этим трубам должен был пойти газ. Какой-то газ. Ну вот какой-то, знаете, газ. Вот давайте построим трубу. Для чего? Ну вот наверняка найдутся поставщики, которым очень захочется этой газотранспортной системой воспользоваться. Я сейчас буду немного утрировать, но суть проекта «Набуко» была именно такой. Давайте строить трубу, а поставщики найдутся. Зачастую европейский подход к развитию газовой отрасли базировался именно на этом принципе. Давайте создавать газотранспортную инфраструктуру, а поставщик как-нибудь сам собой найдется. И тут есть одно объяснение, почему они подходили так, с нашей точки зрения, странно к этой отрасли. Потому что Евросоюз думал и думает в лице своего руководства, конечно же, что он рынок покупателя, что это такой золотой рынок, на который все стремятся, на который все хотят получить доступ. И вот стоит только построить газотранспортную инфраструктуру, как сразу эти самые все прибегут. И единственная проблема вот для поставщика – это отсутствие газотранспортной инфраструктуры. А так все хотят, все стремятся, давайте трубу строить, терминалы строить, все прибегут. Да, кстати, даже сейчас, в условиях, когда Евросоюз импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа, в основном замещая выпавшие объемы, которые шли из России через Украину, даже сейчас СПГ-терминалы не загружены даже на 80%. Но это в годовом выражении, разумеется. Вот. А обычно они были загружены процентов на 50. До этого, до периода мирового энергетического кризиса, они были загружены, максимум на треть. Вот. Возвращаясь к теме Турции. То есть Турция уже давно мнила себя, в рамках этой схемы, будущим газотранспортным узлом. Кстати, хочу передать отдельный, большой, горячий привет всем тем людям, которые и здесь, на этом канале, и на канале Инфотек рассказывали, что вот сейчас, после декабрьских событий в Сирии, начнется строительство трубы из Катара в Европу. Через Турцию, конечно же, и через Сирию, разумеется, потому что, все. Больше ничего не мешает. Как там ваша труба? Уже строится? А то, знаете, турки собираются в Сирию поставлять газ для того, чтобы снабжать местную электрогенерацию. А вот как-то трубы в Европу пока что нет. Расскажите, как там ваша труба уже строится? Вот.
Будем надеяться, что в комментариях нам этот вопрос как-то прояснят. Пока, а то мы, знаете, в недоумении. Мы-то считали, строить не будут, нам пришли, рассказали, будут строить, а вот строительства не видно. Давайте, рассказывайте. Итак, Турция. Начало нулевых годов. Ребята, будем строить через вас трубу. Кто будет поставлять газ? Ну, кто-нибудь наверняка будет. Может быть, Катар будет. Катар, ты будешь? Ну, давайте подумаем, вы ответили в Катаре. Причем тут вообще Катар в нашем разговоре про Турцию? Давайте подумаем, давайте, может быть, мы через Ирак построим или через Сирию построим трубу и вот как-то подсоединимся к этому проекту Набуко. Почесали в затылке в Катаре, потом плюнули, сказали, нет, вы знаете, это как-то вообще абсолютно неинтересно, нерентабельно, тем более ваш проект Набуко как-то буксует. А у нас уже деньги вкладываются в строительство СПГ-заводов, мы тут сейчас их будем запускать к концу нулевых годов и повезем весь газ в Соединенные Штаты. Ой, запустили заводы, Соединенные Штаты к этому моменту стали наращивать собственное производство, стали наращивать собственное производство газа, собственную добычу, сжиженный природный газ извне, им стал все... Надобность в сжиженном природном газе импортном стала все меньше, меньше и меньше. Вместо роста наблюдалось снижение спроса на этот продукт. В Катаре расстроились, повезли газ в Европу. Европа какое-то время этот газ покупала, а потом катарцы смогли заключить долгосрочные контракты с азиатскими потребителями и развернулись, и сейчас примерно вот 3/4 всего газа везут в Азию. До сих пор в рамках долгосрочных контрактов. Поэтому для Катара Турция не стала вот таким вот газотранспортным узлом. Кто еще мог стать таким вот поставщиком газа? Ну, мог стать Ирак. Не стал. Мог стать Иран. Не стал. Иран, в общем, тут, знаете, вообще еще более сложная ситуация. Дело не в каких-то рыночных движениях, а в том, что, санкции наложены на Иран. Как вы тут будете из него газ покупать? Стали смотреть на Азербайджан. Азербайджан, у тебя же есть газ. Да, газ у нас есть, только немножечко. И вашу огромную трубу, там, на 30 миллиардов кубов, мы занять своим газом не сможем. Тем более вы трубу до сих пор не строите. Кто вообще ее будет строить? Кто на это даст деньги? Наверняка найдем деньги. Был такой, знаете, момент, который некоторые посчитали переломным в 2009 году, когда был кризис между Россией и Украиной в газовом вопросе. Тогда, в начале года поставки газа из России в Европу были временно прекращены, потому что украинская сторона тырила, прям скажем, газ из трубы. И этим воспользовались сторонники вот этого самого Набуко, стали кричать, смотрите, Россия ненадежный поставщик, мы же вам говорили, давайте быстрее строить альтернативные трубы, не найдя альтернативных поставщиков. Давайте быстрее, давайте быстрее. 2009 год, там Эрдоган выступал, что вот, смотрите, многие критиковали Набуко, но теперь-то ясно, что Набуко является абсолютно жизнеспособным проектом. Ко мне и первый приехал, и второй приехал, и из такой компании приехали, и такой-то чиновник приехал. Все мы тут собрались, обсудили, решили, что Набуко это классно. И в начале десятых годов Набуко приказал долго жить на его месте, потому что это абсолютно жизнеспособный был проект, а Эрдоган, как известно, большой сторонник Российской Федерации, такой, знаете, большой друг. Друг Реджеп, как его иронично многие называют. Так вот, друг Реджеп тогда рассказывал, ребят, стройте трубу, наконец-то вы с мертвой точки-то сдвинулись в этом проекте. Но, еще раз, настолько был жизнеспособный проект, что он дал дуба уже в начале десятых годов. На его месте появился проект Набуко Вест, который был уже обломком этого проекта и фактически описывал трубу, которая должна была строиться только на территории Европы. Тут Турция автоматически выпадала из контекста. Но зато к этому моменту Азербайджан пришел и сказал, ребят, мы видим, что с Набуко не срастается, а у нас есть договоренности с Европейским Союзом о поставках газа. Мы даже вроде как сможем получить исключение из третьего энергопакета, который, уже вот в 2009 году как раз был принят. Давайте строить южный газовый коридор. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, по которым можно поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.